5 лет прошло с того дня на Мустафаре, когда Энакин Скайуокер сгорел, а на его месте родился Дарт Вейдер. С тех пор он носил доспех, созданный не ради спасения, а ради подчинения. Палпатин создал этот костюм, чтобы тот служил Вейдеру вечным напоминанием о его поражениях, обрекая на жизнь, полную мучений и страданий. Он оказался запертым в нем, словно в клетке, которая мешала раскрыть ему весь свой истинный потенциал. Но что если бы все сложилось иначе? Что если бы Дарт Вейдер смог модернизировать свой костюм? В этой альтернативной истории мы попробуем представить, как изменилась бы его судьба. Вейдер медитировал в Бакта-камере, расположенной в глубинах его замка на Мустафаре. Закрыв глаза, он вновь переживал свое поражение от Оби-Вана и все, что произошло с ним в тот день. Постепенно его мысли перешли к операции и невыносимой боли, которую он испытал, лежа на холодном металлическом столе. Дарт Сидиус запретил использовать анестезию. Боль, по его убеждению, усиливала связь Вейдера с темной стороной, делая его могущественнее. Глаза Вейдера были открыты, и он видел каждый момент своей трансформации, пока мир не растворился в красных линзах и окружающей их тьме. Но, несмотря на это, Вейдер был благодарен Сидиусу за свою мрачную тюрьму, поскольку тысячи крошечных игл, ежедневно впивавшихся в его плоть, усиливали его ярость и подпитывали гнев, эмоции из которых рождалась сила. С течением времени он осознал, ежедневная агония лишь приближает его к темной стороне. Однако его учитель все равно был могущественнее, и это не давало Вейдеру покоя. Одним из главных недостатков костюма стало то, что Палпатин намеренно сделал его уязвимым к молниям силы. Если Вейдер когда-либо решит предать учителя, тот без труда поразит его разрядом, убив буквально за секунды. Иногда Сидиус напоминал Вейдеру о его слабостях и пытал молниями просто ради собственного удовольствия. Погруженный в размышления, Вейдер открыл глаза, и к нему пришло осознание. Он достоин большего. Пусть костюм и давал ему определенное преимущество, но в сущности только усиливал его зависимость и отнимал свободу. Какой смысл такой жизни, если он вечный раб своего учителя, сдерживаемый от раскрытия своего полного потенциала? Вейдера захлестнул гнев, а по стеклу Бакта-камеры медленно поползла трещина. Что-то должно было измениться, и он уже знал, что именно. Ему нужен был новый костюм, более удобный, технологичный, а главное, свободный от влияния Сидиуса. Темный лорд поднял голову, его глаза пылали желтым цветом. Если он собирался жить той жизнью, о которой мечтал, то сейчас было самое время. Пока части костюма надевались на него, Вейдер погрузился в свои мысли, и план нового костюма начал приобретать реальные очертания. Он начал размышлять о том, с чего начнет и какие для этого понадобятся материалы. Сначала он подумал о мандалорском бескаре, но понял, что тот сделает его слишком медлительным. Ему требовалась более легкая альтернатива, способная устранить главную уязвимость. И тут в памяти всплыл картозис – уникальный металл, отключающий световой меч при малейшем касании. Картозис. Вейдер вспомнил битву на Кесселе, где он уже применял клинок из картозиса против джедаев, а также слова молодого Трауна, с которым встречался во времена войн клонов. Тогда Чиз рассказал ему о редком металле, способном рассеивать энергию вдоль волокон, при этом оставаясь полностью невредимым. В итоге все это оказалось чистой правдой. Но где его сейчас добыть? Несколько лет назад Сидиус рассказывал ему истории о том, как Дарт Плегас вместе со своим учителем обнаружили картозисные шахты в одном из отдаленных тропических миров внешнего кольца.
Во время их пребывания там Плегас предал своего мастера, что привело к обрушению шахты, но сам он сумел сбежать. Та планета называлась Балдемник, и, возможно, все ее шахты давно уничтожены, но он должен был это проверить. «Приготовить мой шаттл». Прибыв на планету, Вейдер принялся исследовать местность и вскоре обнаружил вход в заброшенные шахты, уходившие глубоко под землю. Поиски были долгими и изнурительными, но удача все же ему улыбнулась. В глубине подземных лабиринтов он, наконец, нашел то, зачем сюда прилетел. Остатки залежей редкой картозисной руды. Забрав ценный груз на корабль, Темный Лорд стал обдумывать свой дальнейший план. Создание полностью нового костюма потребовало бы доступа к лабораториям, специализированному оборудованию и команде инженеров. Все это неизбежно привлекло бы внимание Сидиуса, чего Вейдер допустить, конечно же, не мог. Он понимал, что единственным разумным шагом станет точечная модернизация уже существующей брони. Поэтому Вейдер принял решение внедрить картозис в конструкцию своих доспехов, закрыв критически важные участки тонкими пластинами и в первую очередь их самую уязвимую часть – панель управления на груди. Оставалось найти специалиста, разбирающегося в биотехнологиях и экстремальной медицине, который бы помог реализовать ему этот план без лишних вопросов, а главное, не выдал бы его императору. Темный Лорд знал лишь одного такого человека во всей галактике. Это был доктор Корнелиус Эвазан. Как и во время первой операции, Вейдер оставался в сознании каждую минуту, но не для того, чтобы чувствовать боль, а с целью исключить предательство. После долгих часов работы костюм начал обретать форму, и, наконец, была установлена последняя деталь – его обновленный шлем. Как только он защелкнулся, Темный Лорд медленно поднялся с операционного стола. Работа была завершена, но Вейдер молчал. Он был ошеломлен. Помимо установки картозисной защиты, Эвазан смог улучшить подвижность всех его протезов. Движения рук и ног стали более легкими и свободными, что, несомненно, пригодится ему в бою. 5 лет он жил в агонии, но теперь, впервые за долгое время, он чувствовал себя непобедимым. Когда Корнелиус приблизился к Темному Лорду, тот сжал свой кулак. Медицинское оборудование вокруг начало дрожать, а доктор стал задыхаться. «Лорд Вейдер, у нас была сделка!» Но вместо ответа Вейдер сжал кулак еще сильнее, пока тот замертво не упал на пол. «Империя благодарит вас за службу, доктор». Затем он стремительно вышел, сел в кабину своего шаттла и сразу же взлетел. Настало время встретиться с императором. Вся его подготовка вела его к этому моменту. У Вейдера была одна цель – власть. Он жаждал ее и не позволил бы ничему встать у него на пути. Всю свою жизнь он подчинялся другим. Сначала Уотта, потом Оби-Вану из Совету джедаев, а последние 5 лет Палпатину. Но сегодня это закончится. Координаты на Корусант. По прибытии на место он сразу же направился в императорский дворец, где находится кабинет Палпатина. Распахнув двери с помощью силы, он увидел своего учителя, на лице которого застыла улыбка. «Охрана, оставьте нас». Он поднялся с кресла. «Впечатляюще, лорд Вейдер. Очень впечатляюще». Вейдер молчал. «Скажи, ты серьезно думал, я не почувствовал, что ты задумал? Не забывай, друг мой, я внимательно слежу за тобой. Кажется, ты создал новую броню и решил, что пришло время занять мое место. Жаль, что ты забыл. Это я спас тебя на Мустафаре, я поместил тебя в этот костюм, дав второй шанс. Даже после того, как ты опозорился перед своим старым учителем. Но сейчас
я положу этому конец». Вейдер зажег свой алый клинок. «Да будет так». Он ринулся на Палпатина, но тот выпустил поток молний силы прямо ему навстречу. Темный лорд инстинктивно вскинул световой меч, пытаясь защититься от удара, но ему это не помогло. Сила удара была таковой, что его меч отлетел в сторону, а молнии, закружившись в яростном вихре, окутали Вейдера сияющим голубым коконом. Однако вскоре их энергия рассеялась, не причинив ему абсолютно никакого вреда. Вейдер был потрясен. Это означало, что его новый костюм действительно работал. «Кажется, ты не все предусмотрел, учитель». Вейдер притянул меч обратно в руку. Палпатин понял, что молнии здесь больше не помогут. Пришло время взять в руки оружие. Из рукавов он выхватил 2 световых меча и с криком бросился в атаку. Клинки засверкали в воздухе, когда 2 темных лорда сошлись в ожесточенной схватке. В пылу боя Палпатин попытался отсечь Вейдеру руку, в которой тот держал меч, но промахнулся, и его удар пришелся чуть выше, в участок брони, прикрытый картозисом. Лезвие столкнулось с этим редким металлом и тут же погасло. И прежде чем Палпатин успел среагировать, Вейдер нанес мощный и быстрый удар, сбив его с ног и выбив второй меч из его руки. Все было кончено. Лежа на полу, Палпатин начал хохотать. «Сделай это, лорд Вейдер. Убей меня. Забери империю себе. Да знай, у тебя никого больше нет. Ты потерял все. Своего старого учителя, Орден джедаев, свою жену Падме. Я все, что у тебя осталось». Вейдер молчал. Это я манипулировал твоими снами о смерти твоей драгоценной Падме. Это я приказал графу Дуку отправить Таскинов убить твою мать. Каждый из этих шагов приближал тебя к темной стороне, и это сработало. Ты всегда будешь рабом, лорд Вейдер. Прежде служил Ордену, а теперь служишь мне. Падме не умерла от твоих рук. Оби-Ван спас ее после того, как ты пытался ее убить. Это он был с ней в ее последние моменты, а не ты. Что скажешь на это? Вейдер не мог поверить этим словам. Его накрыла волна ярости и гнева. Падме, его мать, Оби-Ван. Он поднял пальцы и притянул Палпатина к себе. Выбросив руку с мечом ему навстречу, Вейдер пронзил его насквозь. Император был мертв, а мысли Вейдера тут же вернулись к его последним словам. Это Оби-Ван был с ней в ее последние моменты жизни, а не ты. Оби-Ван. Вейдер достиг уровня ярости, которого раньше никогда не знал. Теперь у него была лишь одна цель – найти Кеноби. Он взял голопроектор Палпатина и отправил передачу каждому Моффу, имперскому офицеру, инквизитору и всем в империи. Император мертв. Теперь я ваш повелитель, и моя воля для вас закон. Приказываю выследить Оби-Вана Кеноби и доставить его ко мне. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.